Сегодня мы поговорим о том, можно ли обойтись без антидепрессантов, если у пациента с СРК, функциональная диспепсия и другие функциональные заболевания ЖКТ, с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Можно ли обойтись без антидепрессантов, если у меня СРК, функциональная диспепсия и другие функциональные заболевания ЖКТ? Во-первых, до того, как вам вообще что-либо назначать, врач должен разобраться, действительно ли у вас функциональное заболевание. Потому что органические симптомы лечатся не антидепрессантами. Но если функциональное заболевание подтверждено, а органические состояния излечены или исключены, то без антидепрессантов обойтись можно, если у вас в течение недели возникли спазмы в животе, сопровождающиеся жидким стулом 5-6 раз в сутки, а до этого вы никогда не жаловались на какие-либо симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, то будет очень глупо списывать это на синдром раздраженного кишечника, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и найти реальную причину симптомов. Нельзя, если у вас уже 3, 5 или 10 лет возникают спазмы в животе, сопровождающиеся жидким стулом. Вы обошли уже 5, а то и 10 гастроэнтерологов и сделали вообще все обследования, которые только можно сделать, а также скупили все препараты в аптеке, которые можно, но ни один из них эффекта не оказал. В этом случае будет неверным говорить о том, что давайте в 10-й раз сделаем УЗИ и колоноскопию, а как раз и встанет вопрос о назначении антидепрессантов. Можно, если у вас все те же самые симптомы, продолжающиеся уже 5 или 10 лет. Но, например, спазмолитики отлично убирают болевой синдром, а препараты, которые закрепляют стул, позволяют совершенно спокойно жить и работать, и качество вашей жизни никак не страдает. В этом случае антидепрессанты никто предлагать не будет, потому что в них нет необходимости. Нельзя, если вы перепробовали все препараты из аптеки и эффекта нет, или он минимальный, и симптомы реально мешают вам жить. Тогда нет смысла пробовать очередной курс спазмолитика, если он ранее не помогал, а пора попробовать другой подход, и это антидепрессанты, которые доказали свою эффективность при функциональных нарушениях, в том числе при синдроме раздраженного кишечника. А если я хожу к психологу, может ли это заменить прием антидепрессантов? Можно ли, работая с головой, избежать их приема? Можно, если работа с психологом помогает. Обычно это происходит в течение 2-3 недель с момента начала терапии. Но если вы месяцами ходите на сессии, а боли не отступают, то либо работа с психологом неэффективна, либо поддержка антидепрессантами необходима. Плюс психолог должен понимать задачу, с которой нужно работать. Это означает, что сейчас, именно сейчас, симптомы отравляют жизнь человека, и работать с этим, а не с той проблемой, которая стала триггером для их возникновения. Говоря проще, не маму с папой и начальника прорабатывать, а помогать адаптироваться к симптомам и учиться с ними жить. Поэтому, если вы обращаетесь к психологу, а он начинает работать с причиной и прорабатывать с вами маму, папу и так далее, то это никак не поможет вам научиться контролировать свои симптомы. И я вижу много таких людей, которые уже несколько лет занимаются с психологами, благодаря этому уменьшается тревожность, но на заболевание это никак не влияет. И чтобы разобраться во всех нюансах, когда действительно нужны антидепрессанты, когда они не нужны, если нужны, то какие, в каком случае поможет психотерапия и какие ее виды будут эффективны. Существуют методические рекомендации по антидепрессантам, но об этом я расскажу позже. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все.